Приветствую вас, друзья, с вами Джек Бертон. В последнем видео, вероятно, вы заметили, как я значительно убавил в весе. И это стало главной причиной дискуссии и, как следствие, рождения этого видео. Итак, ближе к делу. Я весил 122 килограмма, за февраль я скинул 20 килограммов, за март еще 10. Это было очень быстро и очень просто. Так просто, что я дал слово, когда перевалю отметку в 90 килограмм, сделаю выпуск. Но прошел апрель и май. Начался июнь, уже июль, как вы видите, мой вес начал прыгать от 91 до 95 килограмм, пока в один прекрасный день не стал 97. И я понял, что расслабился и нужно было брать себя в руки. В считанные дни я перевалил отметку в 89 килограмм. Выбрал время, сел за написание сценария к данному ролику. Сейчас я вешу 84 килограмма. Скорее всего, на момент выпуска этого видео скину еще немного. Заинтересовал? Тогда смотри дальше. А прежде поставь лайк, подпишись на канал, если этого еще не сделал. Ведь эту тему я с удовольствием продолжу дальше, потому что она несет свет и легкость людям. Это ли не прекрасно? Сам процесс похудания прост. Сложно было осознание тонкостей в этом деле, а именно некоторым ментальным тонкостям, которые тесно переплетены со всевозможными привычками нашего организма. К ним я вернусь позже, чтобы некоторые, на первый взгляд, ненужные действия вы не убрали в сторону, ведь это может быть ключевой пункт в вашем движении к легкости. Поэтому пока принимайте все как должное. Я расскажу вам свой режим работы и распорядок дня, которым жил до февраля 2021 года. Просыпаюсь утром, не рано. Мог что-то перекусить. В ход шло практически все, что было в холодильнике, особенно в январе. Ведь это месяц праздников, плюс 2 дня рождения в семье, далее работа. Единственное место, где ты забываешься и не думаешь о еде. Редко заказываешь еду. В основном пьешь только кофе с молоком или чай с молоком, но в больших количествах, прикуску с печеньем и так далее. Весь день испытываешь голод и, приходя домой после 20:00, набрасываешься на еду. Наевшись, умывшись, ложусь спать, ведь время уже поздно и завтра снова на работу. Итак, что мы имеем? Скудный на энергозатраты распорядок дня, плюс прием пищи на ночь. Но на самом деле я и сейчас иногда могу покушать на ночь, а утром весы показывают вес без изменений. Первое, от чего я отказался, это от автомобиля. Стал ходить на работу пешком. Это около 6 километров в одну сторону. Занимает всего полчаса. Неважно, мороз на улице или дождь уже сейчас, все равно идешь. То есть я насытил свой распорядок дня дополнительной энергозатратой. Но этого мало, ведь многие из вас за весь день на работе двигаются гораздо больше, чем я пройду пешком. Ну, за исключением водителей. Хотя и им не нужно расстраиваться, ведь езда за рулем тратит тоже немалое количество энергии. Вы просто попробуйте сравнить сами. Когда вы за рулем, вы напрягаетесь, даже иногда потеете от нагрузки. Приходится включать холодный воздух, но стоит поехать пассажирам, и вы начинаете мерзнуть. Ведь энергия не расходуется, организм в покое. Значит, этот пункт продвижения не ключевой в нашем распорядке дня, но и пренебрегать им не стоит. Далее я категорично отказался от сахара, молока и мучного. Вот прям все, что делают из муки, мимо. Будь то пельмени, макароны или хлеб, любой. Все исключаем. Когда я впервые налил себе чай без сахара, я понял какое-то редкостное дерьмо. Не то чтобы сам напиток стал хуже, напротив, я понял, что эти чаи не такие натуральные и почувствовал вкус этого напитка. Я охерел просто. Оригинал которого перебивал вкус сахара. Я решил попробовать Иван-чай. Это просто высушенная трава, которую также заваривают кипятком. Снова без сахара. И тут у меня появились другие ощущения. Я осознал, как это вкусно. Действительно, даже без сахара очень вкусно. И с каждым днем чай без сахара стал приносить больше удовольствия. Также без сахара я пробовал растворимый кофе. И снова сделал для себя открытие, что вкусным он был благодаря лишь сахару и молоку, который смягчал его горечь. И перестал пить растворимый кофе вообще, отдав предпочтение зерновому. Но и с зерновым не все так гладко. Из кучи перепробованных видов кофе я остановился пока на 2 турецких кофе. Это Абдулла и Мехмед Эфенди. Если найду еще что-то вкусное, обязательно поделюсь с вами. Кстати, это кофе можно было купить только в Турции, но в России я его нашел на Wildberries. Оно по цене практически такое же, как и в Турции. То есть бывают какие-то скидки, когда вы можете сэкономить реально и заказать это кофе. Я постараюсь прикрепить ссылочку в описании, если не забуду, конечно же. Далее, вечерний прием пищи я исключил вообще и оставил только утренний. Утром и съесть много не получается, потому что еще не проснулся, а вечером просто приходилось бороться с собой и бежать в кровать, чтобы сразу засыпать.
Зато утром был праздник живота. Я ел все подряд, всевозможные салаты, очень много мяса. В общем, все, что смог в себя загрузить. За исключением, как мы уже выше отметили, хлеба, молока и сахара. Самое главное, когда вы сломали свой распорядок приема пищи, теперь следующий шаг станет еще проще. Хотя бы раз в неделю нужна голодовка на сутки. То есть не утром поели и на следующее утро снова поели. Нет, безусловно, тут сутки уже прошли, но одно утро нужно пропустить. Поверьте, я был такой жирный, что мог пропустить и не одно утро. Итак, вы поели утром и ушли в голодовку, не ели до вечера, на следующее утро тоже ничего не ели. Далее в течение дня терпим и на следующее утро только можете поесть. Но также следуя запретам на мучное, молочное и сахар. Если вам на второе утро очень тяжело, можно выпить стакан теплой воды, предварительно размешав там ложку меда. Здесь ошибка может быть лишь в следующем. Мед нам подсовывают не натуральный. В основном это замаскированный сахар, который нам противопоказан. Поэтому если не найдете натуральный мед, лучше избегайте таких поблажек. А если найдете, то запомните правило: не растворяйте его в кипятке, ибо мед при температуре свыше 40 градусов становится вашим врагом. Так что размешивайте его в воде комнатной температуры. Как правило, натуральный мед легко размешивается. Польза таких интервальных голоданий очень высока. За это время организм перестраивается кардинально. Вы помогаете ему вывести гадости, которые долго копили в себе. Пищеварительная система тоже отдыхает. Вы спите меньше обычного, ведь во сне организм черпает энергию для предстоящего дня. А в жирном сне ему нужна энергия на расщепление жира. Посему, чтобы отдохнуть, вам нужно гораздо больше спать. К примеру, когда я был жирный, об меня всегда грела жена, потому что жир постоянно горел. Я не мерз зимой, мне было все равно на любой мороз, потому что жир горел и согревал мое тело. Когда я сбросил этот жир, то стал одевать олимпийку летом, когда жара спадала ниже 20 градусов. Хотя раньше не понимал, как на югах в такую погоду ходят в куртках. Теперь понимаю, стал меньше потеть. Но скоро я расскажу вам, как не потеть вообще. Да-да, такое тоже возможно. Итак, резюмируем. Как мы живем первый месяц? Убираем сладкое, мучное и молоко. Прием пищи 1 день с утра. Далее в течение дня пьем воду. Даже если очень хочется кушать, запиваем аппетит водой. Раз в неделю пропускаем 1 прием пищи. Этот способ, даже не двигаясь, гарантирует вам похудение. 10 кг без движений, 20 кг с движениями. В следующем видео я расскажу вам, что я делал дальше, ведь дальше будет еще интереснее. До встречи!